После очередного двухнедельного простоя разработчики выпускают, по их мнению, крупное обновление, которое приносит нам еженедельные миссии, новую ротацию комьюнити карт и, разумеется, намеки на будущее обновления. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Представляю вашему вниманию GiftDrop, где можно отлично провести время, открывая различные кейсы, от обычных до самых уникальных, дабы испытать удачу и получить классные скины. На сайте сейчас проходит ивент, где вы дополнительно можете выиграть скины. А для того, чтобы участвовать, нужно зарабатывать особую валюту, открывая новые тематические кейсы. Помимо этого, на GiftDrop можно один раз за 72 часа крутануть барабан бонусов, где можно получить либо плюс к депозиту или бесплатные прокруты. А еще на сайте также есть и бесплатные кейсы, которые вы можете открыть, если в течение 24 часов пополнили свой кошелек на определенную сумму. А если ты при пополнении еще используешь мой промокод, то получишь 40% к депозиту. К тому же появился удобный способ пополнения через карту с минимальной суммой в 25 рублей. Так что не теряй времени и переходи по безлимитной ссылке в описании, которая также подарит вам $2 на баланс. И разумеется, начнем мы с изюминки данного обновления, а это появление новых еженедельных миссий. Как несложно догадаться, теперь каждую неделю миссии будут меняться, как собственно и размер награды за нее. Ну а выполнив задание, вы по итогу получаете дополнительные очки опыта за неделю. Начать миссию можно как с главного меню, так и с вкладки «Играть». А самое забавное во всем этом то, что я почти с точностью показал вам, как это будет работать еще месяц назад в своем ролике. Так что да, пора начинать следить за ними. Но я и представить не мог, что все будет прям настолько, не знаю, плохо что ли. Когда я пытался все это дело визуализировать в игре на основе утечек, то, что получилось, мне особо-то и не нравилось. Однако реальность такова. Единственный мой просчет оказался в интерпретации XP Reward. Кто же мог подумать, что это буквально очки опыта, а не награда за опыт миссии? Но не суть. В файлах игры на самом деле уже известно все миссии, которые так или иначе мы будем получать на неделях. И скорее всего в разбросанном виде, так как шаблоны используются старые и все они прописаны в конфиге Items Games. А еще миссии на самом деле два типа, если исходить из кода игры. Обычные и миссии операции. Что, разумеется, дает нам надежду, что операцию никто пока что не отменял. Однако разработчики, возможно, специально сделали два типа, чтобы большую часть времени мы задрачивали дефолтные миссии, а когда у них вдруг хорошее настроение, выпускали бы какую-нибудь кооп-сюжетку, которая бы и была другим типом миссий. Также в сегодняшнем обновлении случилась новая ротация карт от сообщества, которая должна была произойти еще в начале апреля. И за место старых мы получили Юра, Грейл и Эдженси для режимов соревновательный, казуальный и бой насмерть. И две карты для напарников, это Dogtown и Брюри. Вместе с данной ротацией мы потеряли отдельную группу Dust 2 24/7 во вкладке «Играть». Теперь вместо нее отдельно находятся карты от сообщества, а карту Dust 2 переместили в первую колонку. Также в данном обновлении добавили отдельный ползунок для настройки звука окружения главного меню, параллельно пофиксив некоторые недочеты и баги с аудиовоспроизведением. И один из таких фиксов поломал немного дым. А еще, теперь если у вас стоит в настройках Steam не беспокоить, инвайты вам приходить в игре не будут. Ну а из скрытых же файлов можно выделить лишь то, что все официальные карты от сообщества, которые попали в игру, переехали в отдельную папку CSGO Community Add-ons. Соответственно, файл GameInfo получил новые параметры, которые разрешают игре использовать официальные аддоны. И с одной стороны, может показаться, что разработчики в будущем хотят сделать отдельную вкладку для модов и режимов, созданные комьюнити. Ну а с другой же, возможно, это сделано лишь для того, чтобы правильно и удобно распределить данные карты, которые прошли в пул ротации. Вот такие дела. На этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Ну а если вы испытываете трудности с просмотром моего контента, не забывайте подписываться и на другие мои социальные сети. Всем пока и удачи!